Всем привет! Я Сидкора, автор проекта Bridge Tale и глава команды Elric Animation. На одном из стримов, когда я болела, мне посоветовали сделать видео «Вопрос-ответ», где вы задаете вопросики, а я на них благополучно отвечаю. Мне идея очень понравилась, и я выложил 2 поста на Ютубе и в Телеграме, где вы могли задать вопросы. В общем, погнали! Сколько планируете сделать сезонов про Bridge Tale? Учитывая скорость повествования, это может уйти в 2 сезона, но пока что планируется 1. Как вы познакомились с Undertale и как вы пришли к тому, чтобы сделать свой сериал? Познакомилась я с Undertale через прохождение Куплинова и Виндяя. Эх, ностальгия. К сериалу я долго приходила, продумывая абсолютно все до мельчайших деталей. Будут ли какие-нибудь коллабы с другими аниматорами? Честно, я планировала коллаборации с некоторыми аниматорами. Мы пока обсуждаем идеи. Какие российские аниматоры вам нравятся? Я очень люблю анимации ЛВ. Они прекрасны. Любит ли Чит кошек? Если да, то дарю ему кошку. Он панически боится собак, так что я думаю, что с кошками он поладит. Почему Ганс не выпускает Чита из своей вселенной? Ганс очень строг к теме баланса. Если персонаж обязан находиться в своей вселенной, значит он будет сидеть в своей вселенной. Сколько лет персонажам? Ганс сам не в курсе. А вот Чит перестал считать, когда отпраздновал свой 500-й юбилей в одиночестве. Ганс, оцени по шкале от 1 до 10, как сильно ты любишь шоколад. Есть какие-нибудь новости о 4 серии Bridge Tale? 4 серия сейчас в процессе раскадровки, но если посмотреть на сюжет, она будет куда интереснее предыдущих серий. Чем Ганс любит заниматься в свободное время? Стоять. У него практически нет свободного времени, но если оно вдруг появится, он будет стоять или лежать на полу. Он буквально не знает, как отдыхать. Какие у Ганса отношения с другими стражами? Нейтральные со всеми, кроме Инка. Он его недолюбливает всем своим телом. Порой сам не понимает, почему настолько сильно. Что вдохновило вас на создание анимации Bridge Tale? Underverse, по большей части сама Джеки, нежели ее проекты. Истории Undertale, некоторые зарубежные аниматоры и больше всего моя личная жизнь. Какой ваш любимый персонаж из Undertale? Undyne. Когда ты придумала Bridge Tale и через какой путь переделок сюжетов он прошел? Придумала я его еще в далеком 2018-м. Сначала пыталась сделать комикс. Боже, как же он ужасно выглядит по сравнению с нынешним. Сюжет переделывался постоянно. Это можно заметить на концептах Чита. От него изначально шла вся история. Но теперь все иначе. И вы это увидите в дальнейших сериях. Как много времени уходит на одну серию? Раньше уходил 1 месяц на раскадровку и 3 месяца на саму анимацию. Сейчас это время больше, так как я хочу попробовать новые сцены, динамики, стили и так далее. Серии выходили разницей в год не из-за того, что я так долго и усердно работала над серией. Нет, я подвергалась травле с разных сторон и боролась с этим в одиночку. Выгорала, пыталась найти себя и просто взрослела. Анимация раньше была для меня не чем-то важным и серьезным, но сейчас я расставила приоритеты немного по-другому. Знакома ли ты с создателем Ганса? Да, мы дружим более 8 лет и даже встречались больше полугода, но поняли, что лучше остаться друзьями и просто продолжаем общаться. Насколько сильно ты любишь свой проект? Это очень хороший вопрос, если честно, я не знаю, как на него ответить. Какая бы задница со мной ни происходила, я всегда возвращалась к этому проекту. Я вновь и вновь брала стилус, чтобы рисовать. Вдохновляет меня бороться, но иногда и заставляет задуматься о заморозке. В общем, у нас созависимо токсичные отношения. Чит в ходе эксперимента вернул своего брата. У него в планах вернуть всех монстров? Да. Он осознает то, что это может нанести ущерб другим? Да, но это не сильно волнует его. У меня начинает строиться мнение о том, что Чит не такой хороший, каким мы могли его увидеть сначала. У него есть план, несущий с собой проблемы в другие миры. Если он осознает это, то значит, что он и есть в какой-то степени злодей. В Bridge Tale нет ни героев, ни злодеев, есть лишь ситуации и последствия, несущие за собой другие ситуации. В опенинге мы можем увидеть кадры с битвой, во главах которых стоят Ганс и Чит. Значит, Костяные опять устроили конфликт, но уже более крупного масштаба. Вы можете дать нам представление о том, что у них могло случиться? Оба накосячили, вот грызутся. Здравствуйте. Здравствуйте. Будет ли несколько сюжетных линий? Я имею в виду, будет ли история от лиц нескольких персонажей? Насколько много или же мало может быть таких линий? Ну, не сказала бы, что много, но да, будут повествования от разных лиц. Что вас подтолкнуло на создание Bridge Tale? Или как вы мотивируете себя создавать свои работы? Если разбирать глобально, наверное, выдержка.
Как я и говорила ранее, что бы ни случилось, я всегда возвращаюсь к этому проекту. Может, я перфекционист, который хочет закончить проект, или просто делаю это в отчаянии. Я сама не знаю, но мне это нравится, и я буду продолжать. Сколько лет ты рисуешь? И со скольки лет? Рисую я с 2015 года. Анимацией занимаюсь с 2020. В принципе, на этом первая часть видео «Вопрос-ответ» подходит к концу. Возможно, в будущем я продолжу делать подобные видео, кто знает. Подписывайтесь на Boosty, там я выкладываю комикс по Бридж-Тейлу с предысторией. Также следите за новостями в Телеграме и на разговорных стримах каждую пятницу. Всех люблю, всем пока-пока-пока.